Друзья, только посмотрите на этот велосипед. Он работает на бензине, а также при помощи педалей. То есть у нас есть два режима, на которых может работать этот велосипед. Но от двигателя, сами понимаете, он будет помощнее. На нем можно поехать по опасным дорогам Катманду и вернуться обратно. В следующем видео вы узнаете, какие высокие горы в Катманду. Кстати, там есть такие красивые горы, мы обязательно покатаемся по ним на велосипеде. В общем, дело в том, что на этот велосипед хочу добавить еще одну деталь, и это электродвигатель. Я хочу, чтобы он был и электрическим, и бензиновым. Двигатель будет приводиться в движение от педалей, также он сможет стартовать от электротяги. Мы сможем ехать, как нам будет удобнее, в любое время можно будет переключить режим работы. Вот такой план у нас на сегодня. Мы используем этот способ, но скажу сразу, это очень сложная работа. Вот вы видите, что здесь полно места. Вы видите, как здесь все сделано. Механизм педалей и цепи задействуется для старта мотора, а он, в свою очередь, крутит колесо. Если поставить слишком большой двигатель, то мы не сможем крутить педали, так как тут педали приводят в действие мотор. Посадочное место тут небольшое, поэтому задача в том, чтобы как-то это все тут приспособить. То есть вот тут у нас газ для двигателя, но нужно будет еще и для электродвигателя. Когда выжимаем сцепление, то сразу же выжимаем газ. Тут нужно хорошо продумать, как лучше сделать весь механизм взаимодействия. Итак, для электротяги нам нужно будет поставить электродвигатель и аккумулятор, плюс у нас будет бензиновый мотор, стартующий от педали. Это будет отличный велосипед. Обязательно досмотрите до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Друзья, это электродвигатель на 24 вольта. При помощи него мы сделаем электротягу на велосипеде. В общем, я поставлю его на заднем колесе вот с этой стороны, либо попробую вот с этой. Чтобы все это провернуть тут, потребуется установить для него крепление и немного сместить багажник. В любом случае нужно будет это сделать, так как маловато места для него. Так что здесь многое нужно исправить. Я вот еще думаю, может быть, установить этот электродвигатель вперед. В целом его можно установить тут, на ступице, которой у нас нет, чтобы вставить в нее шестеренку. Но еще я нашел вот такое решение. Тут вы можете увидеть, что мы немного изменили втулку колеса, на которую можно будет приварить шестеренку. Вот так ее поставим и приварим сваркой. После этого ее можно будет соединить с электродвигателем. Решение есть, но возникает вопрос, как управлять этими двумя двигателями. Нужно будет сделать систему для двух двигателей, то есть поставить две газульки. Как раз сейчас мы и займемся этим, сделаем такую приспособу, с помощью которой мы сможем сделать систему для двух двигателей. С этого руля донора мы возьмем рукоятку, просто срежем ее, а после я приварю ее к нашему рулю. Вот тут у нас установлено крепление корзины, и оно тут совсем не к месту. Обязательно нужно будет сначала удалить его, потому что в приоритете у нас периферия для двигателя. Подожди минутку, подожди, я подержу руль, а сейчас. Погоди-ка, вот эту штуку вытащить надо. Тут у нас немного не подходит, наверное, нужно немного растянуть вилку. Теперь вот все четко, все встало на свои места, как тут и было. Прикрутим сейчас его, главное покрепче. Эй, куда пошел? А ну иди сюда, я тебе кое-что покажу. Тут у нас бак с бензином, и чтобы на него не попала искра, я накинул на него мешок, чтобы он не загорелся. Итак, сейчас я буду приваривать вот тут еще одну рукоятку. У нас будет еще одна газулька для второго двигателя. Ты почему не в школе? Ты почему не в школе?
Крепление нужно закрутить очень сильно, чтобы было все прочно. И вот, друзья, теперь вы можете видеть, что мотор идеально установлен, как будто он тут и стоял. Надеюсь, эта конструкция получилась надежной, не терпится ее протестировать. Вся работа по установке двигателя завершена, но нужно еще и питание для работы двигателя. У нас есть хорошая аккумуляторная батарея на 24 вольта. Это литиевая батарея, которую можно установить вот тут. Итак, как вы видите, наш супер велосипед на гибридной тяге готов. Велосипед будет работать с помощью педалей и бензинового мотора. Также он будет работать и на электрической тяге. Самое особенное в этой сборке, что у нас два газа для тяги, электро и бензиновый. Они не будут мешать друг другу, а наоборот помогать крутить педали. То есть электротяга может запускать мотор, а также помогать крутить педали. Когда будет работать бензиновый мотор, электродвигатель будет свободен, плюс ко всему можно крутить педали с легкостью и без напряга. Однако, чтобы это сделать, нам нужно выжимать сцепление, чтобы не задействовался мотор. Без выжатого сцепления это не получится сделать. Сейчас я вам покажу, как это работает. Выжму сцепление и прокручу колесо. Видите, нет никаких проблем, я легко это делаю. Довольно легко можно крутить педали без напряга. Также вы можете увидеть, что нет сильного сопротивления, колесо свободно продолжает вращаться и не останавливается. Также я могу запустить электромотор, смотрите, как тихо он работает. Итак, электромотор работает. Сейчас нам нужно проверить второй двигатель. Нужно прокрутить педали, отпустить сцепление, и двигатель запустится. Смотрите, вот так работает этот движок, просто шелестит. Также я могу идти пешком, и двигатель совершенно не мешает. Электродвигатель в этот момент отдыхает. Ну что, попробуем прокатиться на нем. Электродвигатель не работает, а сам мотор работает. Теперь попробуем от электротяги проехать. Можете видеть, как круто все работает. Единственный минус, что от электродвигателя мы не можем развивать большую скорость, так как он не особо мощный. Да, скорость небольшая, примерно около 25 километров в час. Не важно, что скорость небольшая, главное, она есть, и это уже хорошо. Это может нам помогать завести основной мотор, нужно только лишь отпустить сцепление. Итак, подведя итоги, могу сказать следующее. Скорость на электротяге небольшая, около 25 километров в час, но она может быть больше, если переключимся на основной мотор. Он может развивать порядка 60 километров в час. Этот двигатель очень мощный, его средний показатель скорости от 60 до 70 километров в час. Вот такие дела. Ну что, Раму, прокатишься? Ага. Смотри, только аккуратнее, чтобы кишки на асфальте не остались. О, давай газуй, включай электротягу. Как себя чувствуешь, Раму? Чувствую себя хорошо. Нравится? Ага. Мог бы дать оценку этому изобретению 10 из 10. Даю оценку 20. Итак, друзья, вы можете видеть, что сейчас я еду на электродвигателе, я еду на электротяге. Видите, все еще от электричества.
Итак, друзья, сейчас я запущу основной двигатель. Я отпускаю сцепление. Смотрите. Видите, как круто работает двигатель? Скорость сейчас очень хорошая. Смотри, как быстро он едет. На какой скорости? Сейчас мы передвигаемся со скоростью 50 км в час и понемногу набираем обороты. Друзья, это замечательный велосипед, на котором есть целых 3 режима работы. Как вам такой велосипед? Напишите в комментариях свое мнение и не забудьте поставить лайк. Увидимся в следующем удивительном научном видео. Пока!